Пока мужская часть турнира отдыхает, смотрим, что там у девчат. Жужинер надвигает пешечку Е4, Музычук Анна отвечает Е5. Шахматы могут играть не только лишь все, еще и женщины. Тем не менее, партия была интересная. Конь F3, конь C6, развиваются фигурки C4, слон C5. И это у нас партия родины Фабиано Каруаны. Укрепляется китайская шахматистка на D3, развивается Кобылянский на поле F6. Давай-ка предложу тебе размен на поле Е3, чтобы после рокировки, в случае размена, конечно, открыть линию F и шатать пешку на поле F7. Забрал на Е3, разменялись и d6. Вот так вот. Аккуратный ход ферзь d2 заставляет подумать, а куда же я собралась? Попробуй угадай. Налево пойду или направо пойду? Все зависит от тебя. Тонким ходом А6 Анна накрасила ногти и решила двинуть маникюром на слона на поле С4. Чтобы не получить ногтем в глаз, китайская шахматистка уводит своего слона на Б3. Замечает Анна, что она также имеет возможность сдвоить пешки по линии Е, открыть линию F, предлагает аналогичный размен слонов на поле Е6. Но нет, я меняться не буду, я не такая. Конь С3. Но если ты меняться не будешь, тогда давай я его сожру. Забирает Анна Музычук слона на поле b3 сюда и молниеносно поднимает ход d5 по Синдарову. По первой линии Синдарова. Забрала и ушла. По нолям ударили девчата. Все хорошо. Равенство имеем на позиции, на доске. Пошел конь на Е4. Возможно, этот конь куда-то где-то G3, F5. Потом ферзь F2, G3, чтобы как-то подкрутить Матильду. Какой-то план присутствует, и они его придерживаются. Ферзь Е7 развивается фигурка, самая большая и страшная. Конь G3 сюда пошел, примерно с теми же планами, что я озвучил 10 секунд назад. Можешь отмотать, переслушать. G6, чтобы не было коня вот здесь на поле F5. Это все логично. В шахматы играть умеют, молодцы. Это, кстати, встреча лидеров этого турнира. Параллельно и с мужским турниром идет женский. Почему их не запустили играть всех вместе, если шахматы это игра всех желающих? Интересный вопрос. Можешь свое мнение выразить в комментариях. Ну а завтра, кстати, тоже будет продолжение мужского турнира. Будем смотреть Синдарова против Есипенко. Е4, чтобы как-то позволить коню рыпнуться на F4, но Анна избирает для коня особый путь. У самурая есть свой путь. Китайская шахматисточка отводит короля от шаха подальше, иначе c5. Защитила своего короля в юбке. Конь d7. Конь интересным маршрутом поскакал на поле c5. Этот конь наделает делов, забегая наперед. Конь Е2. Что это? Зачем? Сейчас увидим. Ладья d8. Где-то будет пользоваться связкой на этого ферзя Анна. Ладья f2. И конь c5. Уже угрожает взятие пешки на поле Е4. Объявить вилочку на f2 и на d2. Вот такие у нас помидоры. Конь c3 защищает. Жужинер защищает пешечку на Е4. Происходит конь b4. Нападение на пешку c2. Еще, кстати, можно на пешку c2 напасть вторым конем как-то Е6, d4 и присмоктаться вот на c2. Ладья f1, и можно уже начинать атаку, двигать пешечку f5. Ну а нас сначала аккуратненько двигает f6, чтобы не допустить выпад скакуна на поле g5. Происходит атака h4. Китайская шахматистка мирно играть не хочет. Но, конечно же, идет борьба за лидерство в турнирной таблице и, возможно, за будущую шахматную корону. Конь e6 сюда, устремляется на d4 или на f4. Конь h2. Зачем? Не знаю. Конь d4, нападение на пешечку c2, неприятное. И чтобы защитить эту пешечку, ферзь должен отойти. Теперь в случае взятия пешечки на c2 получится размен двух коней на ладью и пешку, что для белых в целом является ок, так как где-то там потом при случае конь d5, если коней не будет, потом удар на поле f7, потом второй конь сюда подключается. Белых такое устраивает, но она не собирается так сразу коней своих отдавать. Сначала надо поиграть f5. Белые могут продолжать атаку ходом h5, чтобы как-то пытаться раскрыть этого короля, но не хватило решительности. Наверное, все же хрупкие шахматистки. Это вам не Синдаров, который может засандалить коня прогнананде пропаганде.
укрепила жужа пешечку на g3, защищает на h4 и потенциально не дает возможности проползти на f4 вражескому пехотинцу. Да ладно, я все равно сюда пойду, говорит Анна, и пихает себе поглубже. Можно было бы закрыть это все дело ходом g4 и на ферзь h4 попробовать как-то королем сюда отойти, чтобы на h1 открыть линию. Но это все мои фантазии. После f4 жужа бьет на f4. Размен ладьей, сюда пошел и пешечка h5. Вот такие дела. Но уже поздно. Поздно пить боржоми. Падает пешечка на поле c2, ведь теперь король белых будет полностью раскрыт, поэтому двух коней отдать не жалко. Забрала, шах. И ферзем теперь брать нельзя из-за того, что конь на халяву заберет ладью. Поэтому надо бить конем. И получается, что после взятия конем белый король беззащитен от шахов черного ферзя. Так и было у нас в партии. Конь c2, ферзь c2. И врывается ферзь на злачное поле h4. Лучший ход закрыться конем. И чтобы получить максимальный эффект от открытых линий, Анна играет ладья f8. Уже угрожает вторжение ладьи на поле f2 с нападением на ферзя и с нападением на коня. С матом. Поэтому конь d1 берет под прицел поле f2. Ферзь h5 упала пешка. Конь Е3, чтобы как-то разворушить обстановку. Где-то, возможно, d5, там какие-то вилки. На самом деле, конь с ферзем — это очень опасная затея. c6 играет Анна, чтобы конь не скаканул. Ферзь c4 получи. Король аккуратненько сюда. Пошел конь на g4. И жужа делает серьезнейший зевок. Позволяет ферзю войти на поле h3. Угрожает матом в один ход. Конь на f1 не берет эту ладью, так как связан. Поэтому надо подтягивать ферзя сюда, на первую горизонталь. Ферзь c1, упала вторая пешка. Ферзь e1, чтобы еще на e4 поддержать. Ладья f4, нападение на коня, нападение на пешку. Следует логичный ход от белой китайской шахматистки. Конь f2 защищает e4, нападает на ферзя, но на самом деле это ошибка, ибо ферзь g3 связывает этого коня, и можно сдаваться, что и последовало партии. Выясняется, что этому коню некуда деваться. Если защитить коня конем, можно просто ударить этого коня ладьей, бить ладью нельзя из-за ферзь e1. Если конем отступить куда-нибудь еще, а куда ты им уже отступишь? Все, просто сдалась, короче. Вот вам, ребята, турнирная таблица. Подписочку на канал, завтра будем смотреть Синдарова. Лайк также не забываем, если понравилось. И отдельная благодарность от души всем, кто поддерживает канал. Кликай на конечную заставку, посмотри мужские шахматы, как разрывал Синдаров гирю и получилось ли у него это сделать. Всего хорошего.